Всем привет, друзья! Сегодня у нас на ремонте Ambition Ninja. До этого у меня был Ambition Ninja Pro. Вот как раз принесли Ambition Ninja, и сейчас мы сравним, в принципе, внутрянку, комплектуху. Правда, там мне прислали голые тачки, но тут, скажем так, чемоданчик прямиком с Алиэкспресса, потому что тачка поработать толком-то и не успела. Опять развалился Китай. В комментах сейчас опять налетят, наверное, люди, которые будут защищать и говорить, что какого черта ты гонишь на Китай, у нас вся студия работает на Амбишене, все хорошо. Мне абсолютно по фонарю, сколько у вас там людей работает и как работает этот Китай. Я лишь обозреваю то, что ко мне попадает в ручки, и делаю из этого какие-то соответствующие выводы. Как она ведет себя на коже, меня абсолютно не интересует. Меня интересует только техническая сторона. Поэтому будем разбираться сейчас в проблеме. В комплекте крышка, тестовый картридж. Так, экстра эксцентрик. Вот здесь, кстати, прикольно в том, что я покурил описание, и в описании указано, типа, что экстра эксцентрик 4 мм, и по факту в самой машинке 4 мм идет. Ну, типа, как запасной, окей, но можно было бы положить, допустим, альтернативу там с другим ходом. И держак. Вот такой вот одноразовый. Что еще? По цене. Базовая версия, вот как вот эта с одним аккумулятором, стоит $242 с возможностью заказа из Российской Федерации. В принципе, достаточно неплохо. Короче, в чем, собственно, проблема-то? Проблема в том, что девушка купила машинку, и она отказывается толкать картридж. То есть мы ее включаем. Вот она заработала. Так, батарея трохи подсаженная, но я думаю, проверить нам хватит. Сейчас вот вроде как все окей. Мы вставляем картридж. Типа работает, да? Выключаем. И все. То есть я нажимаю кнопку «вкл». Происходит какой-то импульс. И она не может протолкнуть картридж. Берем, допустим, помягче квадрон. Аналогично. Вот. Проблема странная. Я грешу, конечно же, либо на электронику, либо мотор. Чтобы проверить, допустим, и убедиться, что проблема не в батарее, мы берем... Наверное, ее надо выключить. Откручиваем жопу. И прикручиваем РЦА. О, молодцы, кстати, да, что сделали вот эту штуку антискатную. То есть, да, тачка не скатится. Но окей. Почему вы ее не сделали на аккумуляторе? Ну тут, возможно, кнопки, но... Да. Возможно, кнопки спасут ситуацию. Хорошо. Претензию снимаем. У меня на лабораторнике 8,5 будет. Чтобы быть объективным, вставляем. Чирик. Чирик. Ага. Короче, вот мы видим, да, что от РЦА все работает прекрасно. И, кстати, достаточно бодро. То есть это квадрон. Возьмем что-нибудь помягче. Точнее, пожестче. Все окей. Машинка работает.
Значит, проблема у нас, собственно, в аккумуляторе. В аккумуляторе, который не может справиться с нагрузкой, то есть с повышенным потреблением тока. Для этого что нам нужно? Ну, замерять напругу на холостую, я думаю, что нет смысла, но мы все-таки сейчас посмотрим. Как тут расположение пинов? 2 центральных, судя по всему, плюс. И там минус. Включаем. Так, 8,5. Прикольно то, что вчера вот девушка принесла в ремонт, и вечером мне в инсте написал чувак, тоже с этим же амбишеном, и точно с такой же проблемой. Так. Чирик. 8,5. Ну, видим, что напряжение, собственно, соответствует. То есть блок не может справиться с нагрузкой. Давайте что делать? Разбирать. Смотреть, что внутри. Во всяком случае, в прошлый раз, когда я разбирал, там была гребаная куча клея. Поэтому, наверное, возникнут сложности с извлечением потрохов из вот этой чудесной алюминиевой банки. Но приступим. О, да. Спермоклея не пожалели. Так, чтобы не мешала крышка, мы ее отпаяем. Забавно, что разъем вот этот тоже на спермоклею. Ну ладно, как вы скажете, абы работало, держится и держится. Ну, поэтому предъяв особых предъявлять не будем. Блин. Ну, по сути, все это дело можно будет достать. Это было нелегко, но мы справились. Потому что, блин, конечно, клей вот залетает везде. Так. Вот, собственно, плата. Плата индикации с портом USB-C. И, по сути, кроме индикации тут... тут контроллер еще, как я понимаю. Он прячется прям под индикатором. А здесь уже силовая часть. Кстати, вот какие-то элементы отсутствуют. Так, ну, по сути, тут опять вся та же китайская классика. Я вот, кстати, уже, не раз повторял, что все китайские аккумуляторы, они, в принципе, одинаковые. То есть построены на базе одних и тех же компонентов. Короче, я заряжался через USB-шку и показывала зарядный ток в пол-ампера. То есть, в принципе, вот эта вот маленькая микросхемка, она соответствует этому зарядному току в пол-ампера. Опять-таки, кстати, да, полите как обгрызена плата. Китай. Кстати, да, насчет зарядки. Ну вот смотрите, вы скажете опять-таки, чувак, вот что ты предъявы кидаешь? Окей. Смотрите, сколько пустого места на плате. То есть вот здесь. Сюда можно было вкорячить 1-амперную зарядку легко. На классической там TP4056. Но опять-таки этого не произошло. Почему? Тоже непонятно. Можно же было сделать. Можно. Ладно. Так. 1200. Вот тут тоже, кстати, интересный момент. Обычно вот этот термоусадка, вот эта вот финальная, на ней пишется суммарная емкость. Китайцы нам говорят про 2400 миллиампер-час.
Но тут указано 1200. Возможно, пакет один. Но если судить по габаритам пакета, я бы не сказал, что он на 2400. Почему? Потому что, допустим, вот если сравнить пакет, который мы делаем в свой аккумулятор, он на 2600. Запалите, просто толщину, разницу по толщине, по длине, то есть, она существенная, и по весу. Этот аккум весит гораздо побольше, чем вот этот вот, даже я руками чувствую. Поэтому наверняка ни о каких 2400 миллиамперах здесь говорить не приходится. Но интереса ради я даже все равно распотрошу и посмотрю, почем один пакет, потому что обычно на пакетах пишут. Собственно, как я и предполагал, никакой инфы на пакетах нет. То есть их банально просто нанесли маркировку сюда, 1200. Поэтому, да, еще момент. Есть вот габариты, да, либо модель аккумулятора 17, 25, 30. То есть это значит толщина 17 миллиметров, 7 миллиметров, 25, наверное, будет 30 длина и 25 ширина. Да. Допустим, окей. Так, у меня вот есть аккум от Деколаба. Это баночка на 1200 миллиампер. Правда, заряжена она не полностью. То есть зарядка всего лишь там 3,7 вольта показывает. Но я думаю, что этого должно хватить. Проверка. Так. Опять ставим, допустим, квадроновский картридж. Так, надо подвинуть, чтобы вам было видно. Вот так. Не хочет. Ага, не хочет. Почему? Почему? Хорошо, давай больше. Попробуем 6,5. Скинем на то, что банка трохи разряжена. Не хочет. То есть проблема у нас где-то глубже. Хорошо. Мы попробуем тогда модернизировать плату и запуститься снова. Так, я закончил, значит, ремонт платы. Появились элементики, как видите, покрупнее. Какие конкретно и что я делал, я называть не буду, дабы не кормить полезной информацией шарлатанов, которые потом используют все это дело в своих корыстных целях и пасутся на моем канале как на методичке по ремонту. Ладно, поэтому сорян, чуваки. В общем-то, я сейчас пока прилепил пакет из 3 банок. Он просто что заряженный, 4,1 вольта, тоже от какого-то китайского аккумулятора. Так, пробуем стартовать. О, да. 6,5, как видите, все работает. Все работает. А тогда на 8,5 даже не запускалась. Попробуем сейчас снизиться до 6. И на 6 есть старт. Отлично. 5,5. И на 5,5 стартует. Замечательно. Так, тогда попробуем воткнуть сейчас картридж пожестче. Старт. О, да, есть. Собственно, такой вот есть у китайцев электронный просчет, скажем так. Учитывая то, что,
Хорошо, версия вот платы 1.3, чтобы быть конкретным. Возможно, у кого-то там другие версии платы. Да и судя по отзывам на Алиэкспрессе, тачка рабочая. Возможно, где-то встречаются брак. Вот как тут получилось. То есть эта плата не работает. Насчет пакета вот этого китайского я, судя по всему, согрешил. В том плане, типа, что он дохлый. Но заявленной емкости, вот то, что на Алиэкспрессе 2400, и тут, скорее всего, 1200, а не 2400. Я вам уже сравнивал свой аккумулятор. Поэтому тут, судя по всему, косяки были по плате, которые мы устранили путем модернизации кое-каких компонентов. Собирать все до кучи я уже не буду, то есть, ну, в рамках видео, потому что, ну, тут и так, в принципе, все понятно, то есть оно рабочее. Поэтому вот такая, собственно, модернизация. Всем спасибо за просмотр и всем пока.